Приветствую, друзья! 9 мая, День Победы, был, пожалуй, и единственной настоящей духовной скрепой российского государства. Кто-то видел в этом дне праздник мужества и величия отечественного оружия. Кто-то – день скорби и дату окончания самой страшной войны в истории планеты. Во многом почетное место, бывшее у России в современном мире, результат победы в этой ужасной войне. И главное, 9 мая был очень личным днем для всех. Великая Отечественная коснулась почти каждой семьи. Воевал, погиб, был ранен, побывал в эвакуации. Это передающиеся из поколения в поколение воспоминания, которые есть почти у всех. В общем, если в России есть общая историческая ценность, то это День Победы. Именно поэтому Путину так важно было присвоить этот праздник. Долгие годы он превращал 9 мая в своего рода гражданскую религию. Присвоенный режимом праздник постепенно стал служить идеологическим обоснованием агрессивной внешней политики и репрессий в политике внутренней. Такое использование общенациональной памяти и трагедии всегда было отвратительно. Но сейчас дело дошло вообще до ручки. В стремлении оправдать агрессивную войну против соседней страны Путин решил приравнять ее к Великой Отечественной. Впервые участники СВО поучаствовали в параде Победы на Красной площади в прошлом году. Сам Путин неоднократно сравнивал ветеранов СВО и ветеранов Великой Отечественной. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. За ним в разных формулировках это повторяют чиновники помельче, депутаты, пропагандисты и даже, к сожалению, школьные учителя. Задача власти – провести прямую преемственность между войной против Гитлера и текущей войной против Украины. Герои СВО теперь непременные участники бессмертного полка. Само слово «победа» теперь пытаются перенести из 1945-го и связать с боями за Покровск и Часов Яр. В честь воевавших в Украине людей называют социальные образовательные учреждения, улицы, различные мероприятия. В память о них устраивают так называемые парты героев в школах. Их имена выбивают на мемориалах рядом с именами погибших в Великую Отечественную, изображают на картинах. Для меня лично это оскорбление. Оскорбление моей семьи. Один мой дед из Житомира погиб, защищая Москву. Второй из Одессы в войну руководил производством снарядов для «Катюши», участвовал в ядерном проекте. Моя мама заболела туберкулезом в эвакуации и так никогда до конца и не оправилась. Мои деды защищали свой дом, свои семьи. И теперь Путин и его пропаганда приравнивают моих дедов к людям, напавшим на их родные города, бомбящим Харьков и Киев. Хорошо, давайте без эмоций разберем, почему СВО нельзя сравнивать с Великой Отечественной. В 1941 году на нашу страну напали без объявления войны. Помните слова песни? 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Так вот, 24 февраля 22 года ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, но вот тут есть нюанс. Нам объявили, что бомбим мы. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Можно долго спорить, кто, кого, как, чем спровоцировал. Можно рассуждать про угрозу НАТО, про госпереворот на Майдане, про то, кого бомбили в Украине 8 лет с 14 по 22. Но факт остается фактом. На Россию никто не нападал. По приказу Путина 24 февраля 22 года российские войска без объявления войны напали на Украину. Не на нас вероломно напали фашисты. Мы напали подло и вероломно, начав с бомбежек спящих городов. В 1941 году стоял вопрос существования нашего государства и физического выживания народов СССР. Спустя 80 лет на кону существования уже украинского государства и выживания украинского народа. Да, конечно, сегодня мы знаем о том, что Сталин и Гитлер вместе делили Европу, сотрудничали в деле борьбы с западными демократиями и даже проводили совместные парады.
Но это все равно не отменяет тот факт, что именно Гитлер 22 июня 1941 года начал войну против нашей страны с бесспорными целями уничтожить ее. Начатая Путиным в феврале 1922 года война ставит целью не защититься от уничтожения, а уничтожить государство Украина в том виде, в котором оно существует. У нас есть все основания говорить, что в этом смысле, конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. А раз так, то и украинские территории можно аннексировать под предлогом фейковых референдумов. Ничего не напоминает? Думаю, ясно, кто вел истребительную войну в 1941 году и кто ведет ее сейчас. В 1941 году никому не надо было объяснять, ради чего и против кого воюем. В знаменитом радиообращении Молотова от 22 июня 1941 года все было предельно ясно. На нас вероломно напали, мы будем бороться и победим, потому что наше дело правое. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. В 1922 году война началась ради целей, которых до сих пор никто не удосужился внятно сформулировать. Вот сравните слова Молотова с обращением Путина 24 февраля 1922 года. Он полчаса перечисляет разные обиды, читает лекцию по новейшей истории России, ставит целью некие денацификации, демилитаризации. Но про нападение на Россию даже он молчит. Мы напали, не на нас напали. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Причем от требований, сформулированных 24 февраля, довольно быстро пришлось отказаться. Просто потому, что никто не понимал, что под этим имеется в виду. Обратите внимание, что в начале войны Путин не говорил ни о захвате 4 областей Украины, ни о юридическом признании Крыма, ни о гарантиях невступления Украины в НАТО. Напротив, он говорил ровно обратное. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Поэтому сегодня вслед за Путиным чиновники всех мастей как мантру повторяют слова: все цели СВО будут достигнуты. Но на всякий случай эти цели не конкретизируют, потому что понимают, что то, что в конечном итоге Путин объявит достигнутыми целями, то ими и станет. Родина-мать зовет. Это не только памятник героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, который, конечно, был построен сильно после войны. Родина-мать зовет – это важный и один из главнейших образов Великой Отечественной. Родина-мать звала граждан на фронт, призывала пожертвовать собой для спасения страны и будущих поколений. Если в 1941 году отправляться на фронт звала Родина-мать, то с 1922 года этим занимаются неизвестные мужчины в военной форме с набранными крупно цифрами зарплат. Вот известный всем плакат времен Великой Отечественной. Просто сравните его вот с таким, или с таким, или вот с этим. Может долго продолжать, но думаю, вы уже уловили ключевое различие. И понимаете, в какой войне воевали за Родину, а в какой за единовременную выплату и зарплату в 10 раз выше, чем в среднем по стране. Великая Отечественная война дала нам множество настоящих героев, примеров военных подвигов, гражданского мужества. Да, советская пропагандистская машина нещадно эксплуатировала настоящих героев и преувеличивала их подвиги. Случались и полностью выдуманные эпизоды. Но даже люди без исторического образования назовут с десяток фамилий прославленных героев Великой Отечественной. От Александра Матросова и Николая Гастелло до маршалов Жукова и Рокоссовского. За прошедшие с 22 года 3 года ничего подобного в путинской армии не получилось. Вот кого из героев СВО мы знаем? Рядовых, командиров. Из всех широко известных народу героев этой войны вспоминается только один. Да и то, больше всего он стал известен после марша на Москву. И обстоятельства гибели его скорее подозрительные, чем героические.
Другие популярные командиры, вроде Стрелкова-Гиркина или генерала Попова, находятся за решеткой. О судьбе такого деятеля, как генерал Суровикин, вообще мало чего известно. А ведь это бывший командующий всей СВО. И вот пропал, как будто его и не было. В итоге из узнаваемых лиц нынешней войны у нас есть, пожалуй, Коношенков с его враньем, тикток военачальник Алудинов, ну и генерал Лапин, известный по работе регулировщиком. Ну, конечно, публике еще известны Шойгу с Герасимовым. Но нельзя сказать, что это очень позитивная и героическая известность. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Война против Украины, в отличие от Великой Отечественной, не смогла дать даже не военных символов или узнаваемых образов. Причем нельзя сказать, что пропаганда не пыталась. Какое-то время на эту роль пробовали пенсионерку, которая случайно вышла к украинским военным с красным флагом, приняв их за россиян. Ей даже памятник торжественно открыли. Сам Кириенко на открытие приезжал. Пыталась пропаганда продвигать и мальчика Алешу из Белгородской области. Но ничего не получилось. Людям не зашло. Популярным это не стало. Ведь в неправой войне трудно изобрести всенародно любимых героев. А вот Украины такие герои есть. Они-то защищают свой дом. В 1941 году на волне настоящего патриотического подъема возникло множество песен и стихов, которые мы помним до сих пор. Когда вы слушаете эту песню, у вас не возникает никаких вопросов, о чем идет речь. Просто мурашки по коже и слезы на глазах. Вот с 22 года никаких великих Z-произведений не появилось. И ведь пытались, бюджеты выделяли. Ну, как говорится, не выходит каменный цветок. Ну, вот просто сравните песню «Священная война» и вот это. С позволения сказать, произведение певца-шамана. Ведь шаман – это не маргинал какой-то, которого я специально отобрал для некорректного сравнения. Это действительно главный патриотический исполнитель страны. Хотя, скорее, можно сказать, что главный национал-патриотический. И вообще, примеры можно найти и более бредовые, и неталантливые. Ведь прямо за душу берет такой текст. Это я поясню. Такое воспевание прорыва российских войск по газовой трубе в Курской области. Вы просто посмотрите на эту песню, а потом опять послушайте «Священную войну». И все про СВО станет абсолютно понятно. Добавить тут особо нечего. Но это касается и фильмов, и стихов, и романов, и театральных постановок. Гигантская кремлевская индустрия медиа и искусства за 3 с лишним года войны ничего талантливого не родила. Ну, просто потому, что нет запроса. Потому что несправедливая война не рождает великих произведений. И опять, у Украины такие произведения есть. Они-то защищают свой дом. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Великая Отечественная война была делом буквально каждого. Миллионы людей добровольно отправились на фронт. Миллионы по зову сердца трудились в тылу на нужды обороны страны. В войне против Украины участвует крайне небольшое количество людей относительно размеров и населения России. Не потому что не знают, не хотят. Общественный консенсус относительно СВО заключается в том, что граждане предпочитают не замечать войну. Путин всячески избегает объявления новой мобилизации, хотя солдаты на фронте ему очень нужны. Первая мобилизация стала серьезным политическим и демографическим кризисом. В годы Великой Отечественной
Только из Москвы по призыву все, кто может держать оружие, на фронт добровольно ушли 800 тысяч человек. Среди них был мой второй дед, к тому времени полуслепой. Ему неслыханно повезло, он вернулся. Точнее, его вернули уже с марша. Снаряды для «Катюш» были важнее. Да, по открытым источникам можно посчитать, что среди погибших россиян в Украине около четверти – это добровольцы. Но это те самые добровольцы за деньги. Не за идею, не за страну, за деньги. А значительная часть этих добровольцев – это люди, которые записались на войну на различных этапах уголовного преследования. Просто если вы записываетесь на фронт до приговора суда, то формально считаетесь добровольцем. А еще очень значительная часть солдат на фронте – это заключенные, которые подписали контракты, чтобы избежать отбытия наказания. Желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Если администрацию какую-нибудь или ментов это еще лучше. То есть участие в СВО – это для всех разновидность наказания, на которое люди идут или из-за денег, или чтобы избежать тюрьмы, ну или потому что не успели убежать после объявления мобилизации. Для меня очень показательным является отношение правящего класса к войне. Вот дети советской элиты, они воевали. Ворошилов, Хрущев, Сталин, Микоян и погибали наравне со всеми остальными. Много ли вы знаете детей путинской номенклатуры на фронте? И я, конечно, рад, что народ массово не записывается в добровольцы. Я рад, что эта война не воспринимается как народная. Но согласитесь, контраст между Великой Отечественной и СВО нельзя не заметить. Во времена Великой Отечественной войны на нашей стране были крупнейшие демократические страны. В 1922 году от путинского режима отвернулись даже ближайшие военные союзники, а военную помощь предоставила только Северная Корея. После нападения Германии Советский Союз вел войну при самом деятельном участии Великобритании и США. Кто бы что ни говорил, но без ленд-лиза все могло обернуться гораздо хуже. В 1922 году, когда операция «Киев за 3 дня» провалилась, ни один из ближайших союзников Путина не пришел к нему на помощь. Ни друзья по АДКБ, ни Китай, ни даже Лукашенко. Поставки вооружений позже начал Иран, а КНДР, помимо артиллерийских снарядов и некоторых типов военной техники, отправил воинский контингент, тот самый, который в течение почти 9 месяцев помогал отбивать Курскую область. То есть в этой войне Путин оказался в компании стран-изгоев. А вот ленд-лиз пошел в Украину. Поэтому, если уж и сравнивать СВО с Великой Отечественной, то может оказаться, что путинская Россия наследует вовсе не СССР. Думаю, перечисленного хватит, чтобы не осталось сомнений. Так называемые СВО и Великая Отечественная война не имеют никакого отношения друг к другу. Я не хочу, чтобы моих дедов приравнивали к тем, кто несет ответственность за стертые с лица земли украинские города и села, за ракетные удары по жителям Сум, Кривого Рога, родного Харькова, родного Житомира, родной Одессы. Сравнение СВО и Великой Отечественной преступно и отвратительно. Нам теперь потребуется много времени, чтобы отмыть Великую Отечественную от того, чем ее запачкали кремлевские деятели. Счастливо вам. В попытках приравнять путинскую СВО к Великой Отечественной есть только один позитивный момент. Агрессор проиграл в 1945-м. В конечном итоге он проиграет и сейчас.